Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня буду готовить очень известный английский десерт банофи пай. Название десерта банофи происходит от двух слов. Это бананы и тофи. И отображает его состав. В составе десерта есть бананы, есть тофи, который в вольном переводе можно перевести как ириска. В нашем случае это будет вареное сгущенное молоко. Существует два способа приготовления этого знаменитого пая. Один достаточно длительный, скажу для примера, что только сгущенное молоко, после того, как его сварили в баночке, и открывая банку, его выдерживают не менее 3 месяцев. И затем же собирают пай. А второй способ очень простой и очень быстрый. Вот по такому рецепту банофи пай я и буду готовить. Для меня этот рецепт настоящая палочка-выручалочка, поскольку он действительно очень простой, очень быстрый, я бы сказала, такой экспресс-рецепт. И очень быстро можно приготовить что-то красивое и вкусное. Давайте готовить! Для основы нашего десерта понадобится 250 грамм печенья и 100 грамм сливочного масла. Сливочное масло растапливаем и даем ему слегка подостыть. Печенье размалываем в крошку. Можно размолоть в кухонном комбайне, а можно вот таким простым способом. Кладете в пакетик, либо между двумя листами бумаги и прокатываем скалкой. В результате получается мелкая крошка. Постепенно вливаем растопленное сливочное масло и размешиваем. Собирать десерт я буду при помощи кондитерского кольца. Я установил диаметр 18 см. Ставим кольцо на сервировочную тарелку, накладываем крошку из печенья и формуем из него основу для нашего пая. Нам нужно создать донышко толщиной примерно в 6-8 мм и стеночки тоже толщиной примерно 6-8 мм, то есть достаточно тонкие. Выкладываем часть крошки, ее равномерно распределяем и хорошо утрамбовываем. Самое сложное, конечно же, создать бортики. Если вам покажется, что это слишком сложно, то вы вполне можете готовить пай и без бортиков, то есть создать только донышко. Я формую бортики вот таким образом. Сначала просто насыпаю крошку по периметру, затем прижимаю крошку к стенкам формы и хорошо уплотняю. Выравниваю по высоте. Мне это удобно сделать вот таким способом, но можно просто срезать лишнее ножом. И затем хорошо уплотняю при помощи стеклянного стаканчика. Уплотняю донышко нашей формы и уплотняю стенки. Вот таким образом ее можно просто выгладить. Убираем форму минут на 30 в холодильник, чтобы наша крошка схватилась. Для начинки нам понадобится 300 мл жирных сливок для взбивания. Я обычно беру 35% сливки. Банка вареной сгущенки. Вес банки обычно 350-370 грамм. И 3-4 банана. При желании в сливки можно положить немного сахарной пудры. Я взяла буквально 2 чайные ложки. Очень часто в взбитые сливки кладут еще и растворимый кофе. На такое количество нам понадобится примерно чайная ложка. Если вы не хотите добавлять кофе, вы можете его смело пропустить, ничем заменять не нужно. Но, на мой взгляд, от кофе десерт только выиграет. И понадобится чайная ложка какао-порошка для украшения готового пая. Охлажденную основу достаем из холодильника. На дно выкладываем вареную сгущенку. Зачастую в сгущенку добавляют немного соли, для того, чтобы вкус был более интересным и разнообразным. Следующим слоем выкладываем бананы. Бананы можно разрезать вдоль пополам и выкладывать половинками, а можно нарезать кружочками. Я обычно нарезаю довольно толсто, толщиной примерно в 2 см. Нарезанные бананы выкладываем сверху. Достаем из холодильника сливки. Напомню, что взбиваются только очень жирные и холодные сливки, поэтому до того момента, когда вы начнете работать со сливками, начнете их взбивать, они должны быть обязательно в холодильнике.
Очень желательно охладить и емкость, в которой вы будете взбивать сливки, и лопасти венчика. К сливкам постепенно добавляем сахарную пудру, растворимый кофе. Сахар можно положить по вкусу, либо не класть его вовсе. И, как я уже сказала, его можно готовить без кофе. Взбиваем сливки до устойчивого состояния. Но при этом очень желательно сливки не переработать, не перебить. Они должны хорошо держать форму, но при этом остаться мягкими. Выкладываем сливки следующим последним слоем. Можно просто выложить ложкой, можно при помощи кондитерского мешка, как вам удобно. И убираем на пару часов в холодильник. Основа из печенья должна хорошо охладиться, должно застыть сливочное масло, входящее в ее состав. Тонким ножом проходимся вдоль стенок формы и аккуратно ее снимаем. Готовый пай посыпаем, украшаем какао-порошком. Перед нарезкой паю нужно дать слегка согреться. Оставить ее при комнатной температуре минут на 15-20. И тогда его можно будет легко нарезать, и при этом он не будет крошиться. Итак, наш банофи пай готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.